Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю сразу 4 вот таких кремовых торта. Хочу с вами поделиться, особенно с новичками, как правильно организовать здесь свою работу, чтобы быстро, с минимальным количеством крема, сделать вот такой огромный объем работы с одного замеса крема, как правильно распределить этот крем. Украшать буду, работать буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торты у меня здесь 18 сантиметров в диаметре 3 торта и один торт 22 сантиметра в диаметре, общим весом примерно 7 килограмм эти торты. Делала я эти торты на благотворительную акцию. При исполнении этих тортов моя задача стояла такая: во-первых, нужно было использовать минимальное количество красителя. Во-вторых, эти торты должны были быть отдельно стоящими, то есть не один большой торт, на несколько столов они должны были быть поставлены. И чтобы эти торты были украшены именно в таком классическом стиле. Поэтому я работала, как мне это в принципе было нужно. Итак, торты я слегка очень выровняла сверху, и сбоку я просто нанесла на них совсем небольшой объем крема. И начинаю сразу плести корзинки. Насадка у меня здесь 6 мм открытая звездочка. Делаю вот таким образом рисунок. Сразу говорю, почему я выбрала именно плетение корзинки. Это очень быстро делается, не нужно выравнивать торты. Для новичков это идеальный вариант. Почему берем насадку 6 мм, именно открытая звездочка? 8 мм открытая звездочка насадка берет очень большое количество крема. И крем у вас закончится, вам придется сразу варить тогда новую порцию крема. Если вы имеете большой миксер, как вот у меня, допустим, Dijon 7 литров, я сразу на 300 грамм белка сварила весь крем на все 4 этих торта и сразу работала именно этим кремом. То есть крем я не доваривала здесь, то есть новую порцию я не варила. Впоследствии скажу, какие цветы наиболее выгодно сделать вот из такой большой порции крема, потому что крем, чем дольше он стоит белково-заварной, тем быстрее он будет разжижаться. Нужно будет варить свежий крем. То есть все я вам по ходу видео буду рассказывать. Одну корзинку я уже в принципе завершила. Сейчас вот так вот окантовку делаю. И, в принципе, отставляю его уже в сторону. Окантовку тоже делаю очень такую минимальную, чтобы сэкономить крем. Все здесь отталкивается от количества крема, потому что у меня абсолютно не было времени варить еще раз крем. Внутри у меня все торты имеют одинаковую начинку, то есть это йогуртовые торты персик маракуйя, торт нежность. И есть подробнейшее видео на моем канале приготовления этого торта. Ссылку я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Почему я тяну вот такие длинные переплетения у корзинки? Опять же, чтобы сэкономить время. Чем короче будут эти переплетения, вот эти вот веточки, так сказать, тем дольше мы будем работать. И это уже известный факт, по-моему, в работе. Видео по приготовлению самого белково-заварного крема итальянской меренги. 3 таких видео есть подробнейших на моем канале. Я вам, конечно же, оставлю эти ссылки в описании к данному видео. Смотрите их в инфобоксе, все эти ссылки будут. Тоже делаю такую же окантовку этой корзинки. Специально тяну, вытягиваю крем, то есть не часто делаю эти завитки, опять же, чтобы сэкономить крем. Здесь я украшаю сейчас торт большой, который самый 22 сантиметра в диаметре. Я делаю здесь по 3 переплетения, чтобы, опять же, мне быстрее закончить работу. Если брать, вот внимание, здесь тоже 4 мм открытую звездочку на выходе, совсем маленькую насадку, вероятность того, что она у вас будет забиваться, потому что бывают частички белка остаются, которые завариваются очень сильно, когда мы вливаем сироп в крем, и вы будете иметь проблему с тем, что у вас насадка будет забиваться этим белком. Такое тоже уже известно из многолетнего опыта работы, поэтому я беру всегда 6 мм открытая звездочка, чтобы она уже сделала эту работу вообще без всяких проблем. Здесь делаю окантовку более частую, потому что торт большой, более такая жиденькая окантовка будет смотреться гораздо хуже. Итак, все торты я обнесла вот этим плетением корзинка. Здесь беру обычную насадку изогнутая роза 2 см на выходе. Делаю там, где узкий выход у насадки, вот такую белую линию. И остальное пространство кондитерского мешка заполняю розовым кремом.
и начинаю делать обычные классические кондитерские розочки. Это экономит очень время. Вот эта окантовка белая, она всегда очень выигрышно смотрится вот на таких розочках. Делаю здесь обычные кондитерские, так сказать, садовые розочки. Делаю их с белой окантовкой. Это очень экономит время, экономит то, что мы не используем лишний краситель. Здесь вот эта белая окантовка хорошо держит именно сам лепесток. Это окантовка, и он всегда получается как бы надорванным. Розочка такая смотрится более естественно, как если бы мы полностью ее сделали розовой. Вот это возьмите себе тоже на заметку. Сделала я 9 больших роз. И смотрите, крем у меня в мешке закончился. Я сейчас полностью промыла насадку. Сделала новый кондитерский мешок, опять отсаживаю туда белую полоску, опять заполняю заново мешок розовым кремом, чтобы у меня опять была вот эта белая окантовка у розочек. Здесь пока выходит еще много белого крема, но это ничего страшного в первой розочке. И вот таким образом я делаю 20 розочек. Последние розочки я делаю маленького диаметра, именно для того, чтобы их поставить по бокам. Завершаю вот уже последнюю розочку, 20-ю делаю. То есть у меня по 5 роз будет больших, не бутонов, а именно роз будет стоять на каждом тортике. На 4 торта по 5 роз. Сейчас я их слегка сбрызгиваю кондурином, чтобы они смотрелись более так эффектно. И уже отставляю их в сторону. И начинаю их выставлять на торты. Здесь, внимание, я вам показываю сразу все торты на одном столе. Это я делаю намеренно для видео, чтобы вы видели, что я действительно украшаю перед вами все торты, то есть все 4 торта. Вы же, когда будете делать, ни в коем случае этого не повторяйте. Вы должны работать только с одним тортом на столе. Почему? Потому что у вас может брызнуть крем, и торт, который у вас стоит рядом, вы можете его задеть рукой, допустим, или как-то неловко повернуться и вообще сдвинуть его, допустим, с поворотного столика. То есть это повторять нельзя. Это я делаю специально, уже имея огромный опыт для вас, чтобы показать вам в видео, что я действительно работаю с большим объемом тортов в этом видео. Сейчас из этой же насадки роза я отсаживаю вот такие элементарные бутончики, которые я располагаю прямо на поверхности торта. И таким образом сразу композиция эта смотрится завершенной. Вот эти розочки немножко я как бы сдвигаю на бок. Не так, чтобы они прямолинейно на нас смотрели, а немножко как бы наклон у них в бок идет на маленьких тортиках, я имею в виду. Торты маленькие, примерно по 1,5 килограмма. У меня получились вместе с украшением, большой примерно 2,5 килограмма, там плюс-минус. И вот таким образом я завершила уже все эти розы. Теперь здесь у меня насадка тюльпан. Тюльпан фантазийный, как бы розой он выглядит немножко. Крем белый, крем уже постоял хорошее количество времени, поэтому крем уже не особенно стабильный. Поэтому тюльпаны, вот эти фантазийные, именно белого цвета, не окрашенный крем, у меня абсолютно окрашенный крем всегда более стабильный, чем белый. Мне удастся их отсадить только на один торт. И потом крем уже в насадке и в мешке разжижается. Как бы я ни промывала потом эту насадку, бесполезно. То есть они уже у меня выходили все закрытые. Поэтому расстраиваться здесь не нужно. Я потом все эти закрытые тюльпаны просто закрою гортензией. Отвечаю на многочисленные вопросы в комментариях, почему не получаются тюльпаны. Именно из-за жидкого крема, из-за нестабильного. У нас он не окрашен ничем, потому что кипельно-белый, краситель гелевый очень стабилизирует всегда крем. У нас же он уже постоял. Именно из-за этого они даже у меня не получаются. Насадка здесь у меня будет 135 гортензия. Вот здесь на фото видно. Крем у меня здесь белый, и я слегка буквально дотронулась одной каплей сиреневого красителя, чтобы у меня были очень-очень нежные сиреневые гортензии здесь. И заполняю все пространство вот на этих неудавшихся тюльпанах. Потом у меня будут белые листья, и в принципе все будет смотреться очень гармонично. То есть говорю это сразу для тех, кто захочет делать кипельно-белые тюльпаны. Тем более из хорошо уже постоявшего крема. То есть это навряд ли у кого-то получится, потому что крем должен быть свежесваренным. Именно для белых кипельно-белых тюльпанов, которые не окрашены никаким красителем. Насадка листик здесь у меня номер 70, 1 сантиметр на выходе.
самый простой листик, который есть в каждом наборе для начинающего даже кондитера. Листьями не увлекаюсь, очень выборочно их здесь отсаживаю. И в принципе кремовое оформление тортов я уже завершила. Здесь цветочки из мастики, я их всегда изготавливаю заранее, у меня в разных цветах, они у меня всегда есть в наличии, они хранятся очень долго, украшаю ими, такое минимальное тоже украшение делаю. Цвет красителя желтый я смешивала с бежевым для мастики, буквально там по полкапельки красителя этого я использовала. И вот такое оформление у меня получается. То есть все такие нежные тона, потому что моя задача была как можно меньше красителя здесь использовать в этих тортах. И чтобы торты были в таком классическом кремовом стиле, как я уже сказала. Торты стояли отдельно на разных столах, поэтому мне нужно было именно, чтобы были несколько этих тортов, не один большой, не квадратный. Я очень часто на моем канале украшаю такие огромные прямоугольные торты размером с противень, которые в принципе один торт весит 7 килограмм. Здесь же моя задача была совершенно другая, поэтому сразу делюсь с вами этой информацией в этом видео. Надеюсь, что кому-то это пригодится. Каждый торт я также украшаю цветочками из мастики. Всегда всем настоятельно их советую делать. Как их сделать, есть подробнейшие видео на моем канале. Ссылочку я вам оставлю в описании. Слегка посыпаю такой очень нежной посыпкой сахарной молочного такого цвета и сахарными бусинами перламутровыми белого цвета я еще дополнила. Буквально по несколько бусин. И торты мои уже готовы. Конечно, когда вы будете украшать свои торты, каждый должен стоять на отдельном столе, то есть когда вы украшаете один торт, вы берете в работу, а остальные лучше всего, конечно, держать в холодильнике. Крема, как я уже сказала, у меня ушло на 300 грамм белка. Я варила, крем варила в одной деже. Если у вас маленький миксер, вы можете в 2 раза, в 3 раза этот крем сварить, даже это будет и лучше вам. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.